Здравствуйте, уважаемые зрители канала Лада Ладная. Артрит – симптомы и лечение народными средствами. Напоминаю, что данное видео имеет информационный характер. Для лечения необходимо обратиться к врачу. Сегодня я, как обычно, поделюсь с вами полезной информацией. Если вы еще не подписаны, то самое время подписаться и включить колокольчик. Ссылка на статью в описании. Артрит – это воспалительное заболевание суставов. При артрите человек испытывает боли при активных движениях, сгибаниях и разгибаниях, а также при ходьбе, если воспалены суставы ног. Иногда кожа, находящаяся над больным суставом, начинает краснеть, наблюдается локальное повышение температуры или общая лихорадка. Если затронут один сустав, то болезнь носит название моноартрит, а если в процесс вовлечены несколько суставов, то это полиартрит. Если не лечить заболевание, то со временем будут поражены все суставные ткани – кости, хрящи, связки, сухожилия, окружающие мышцы, бурса, синовиальная оболочка. Болезнь может возникнуть внезапно. В этом случае доктора говорят об остром артрите, а также развиться с течением времени, медленно прогрессируя – хронический артрит. Если обратиться к статистике, то в группу риска входит каждый человек, перешагнувший рубеж в 65 лет. Среди пенсионеров количество людей, страдающих от этой патологии, составляет около 60%. Врачи утверждают, что эта цифра не отражает истинное положение дел. Если бы каждый пациент предъявлял им свои жалобы, а не пытался лечить болезнь самостоятельно, статистика артрита в России выглядела бы еще печальнее. Но не стоит думать, что артрит – болезнь исключительно старческая. Она может поражать людей в более молодом возрасте и даже детей. Все зависит от причин, вызывающих патологические изменения в суставах. Считается, что по всему миру десятки миллионов людей страдают от симптомов артрита. И, согласно последним исследованиям, это число увеличивается год от года. Согласно данным, цифра составляет 22,7% от всего взрослого населения. Первые симптомы артрита. Артрит, как и любая другая болезнь, имеет ряд симптомов. Они могут развиваться постепенно или внезапно. Поскольку артрит чаще всего является хроническим заболеванием, симптомы могут появляться и исчезать или сохраняться с течением времени. Если у вас артрит, только врач может сказать вам наверняка, но согласно мнению Грега Фримана, имеется 4 предупреждающих симптома, которые должны побудить вас записаться к врачу-ревматологу. Боль. Боль от артрита может быть постоянной или может приходить и уходить. Она может появляться как в состоянии покоя, так и во время движения. Боль может быть в одной части тела или во многих разных. Отек. При некоторых типах артрита кожа над пораженным суставом становится красной и опухшей. На ощупь она теплая. Отек, который длится 3 дня или дольше, либо встречается более 3 раз в месяц, должен побудить вас пойти к врачу. Жесткость. Это классический симптом артрита, особенно когда просыпаешься утром или долго сидишь неподвижно. Утренняя скованность, которая длится дольше часа, является ярким ранним симптомом, указывающим на артрит. Сложность при сгибе сустава. Если вам тяжело или больно вставать со стула, это признак раннего артрита. 10 лучших продуктов при артрите. Жирная морская рыба. Рыба жирных сортов – это источник витамина D. Поэтому ее регулярное употребление в пищу помогает не допустить его дефицита. Этот витамин важен для костной ткани детей и взрослых. Ряд исследований, которые были проведены за последние годы, показали, что ревматоидный артрит может быть связан с низким уровнем витамина D в организме. Имбирь. Имбирь – это не просто ароматическая добавка в напитки и блюда. Доказано, что этот продукт помогает ослабить симптомы артрита. В 2001 году ученые проводили оценку влияния экстракта имбиря на пациентов с остеоартрозом коленного сустава. Уже спустя 2 месяца 63% больных почувствовали улучшение. У них в значительной мере уменьшились боли в колене. Благодаря научным экспериментам удалось установить, что активные компоненты имбиря блокируют выработку веществ,
способствующих развитию воспаления в организме. Чеснок. Чеснок – это продукт, который помогает поддерживать здоровье суставов. Благодаря проведению нескольких исследований было установлено, что входящие в его состав компоненты обладают противоопухолевыми свойствами. Чеснок содержит соединения, которые позволяют снизить вероятность развития кардиологических болезней и старческого слабоумия. Поэтому добавлять его в рацион нужно людям, страдающим артритом, а также здоровым мужчинам и женщинам. Шпинат. Листья шпината являются ценным источником витаминов и минералов. Также в них присутствуют соединения, которые способны уменьшить воспалительную реакцию при артрите. Чем чаще человек будет включать в свой рацион шпинат, тем ниже у него риск столкнуться с болезнями суставов. Брокколи. О пользе брокколи сказано немало. Однако не все знают, что этот зеленый овощ помогает справляться с симптомами артрита. Брокколи помогает уменьшить вероятность развития воспаления в суставах. Это возможно благодаря тому, что в составе крестоцветных присутствует вещество под названием сульфорафан. Исследования показали, что он блокирует синтез клеток, которые приводят к развитию ревматоидного артрита. Грецкие орехи. Грецкие орехи полезны для здоровья человека в целом и для суставов в частности. Они действительно помогают бороться с воспалением. Это возможно благодаря тому, что в них содержатся омега-3 жирные кислоты, которые помогают снимать воспаление в суставах. Ягоды. Ягоды являются рекордсменами по количеству витаминов, минералов и антиоксидантов среди растительной пищи. Поэтому неудивительно, что их употребление в пищу помогает справиться с воспалением в организме. Рекомендуется употреблять в пищу не только клубнику, но и другие ягоды, например, ежевику и черную смородину. Их нужно включать в рацион людям, которые уже страдают от артрита. Хотя не меньшей пользы они принесут и здоровым людям. Виноград. Виноград богат разнообразными питательными веществами. Он является источником ценных антиоксидантов, которые обладают противовоспалительными свойствами. Оливковое масло. Оливковое масло полезно для человека. Оно присутствует во всех диетах и является любимым продуктом диетологов. В последние годы на него обратили внимание и ревматологи. Ряд исследований позволил установить, что оливковое масло полезно для суставов. Ученые опытным путем заметили, что те лица, которые регулярно включили в свой рацион оливковое масло, реже страдали ревматоидным артритом. Кислый вишневый сок. Кислый сок вишни – это источник огромного количества микроэлементов и витаминов. В последние годы появляется все больше сообщений о том, что этот напиток помогает уменьшить симптомы артрита. Достаточно 1 стакана вишневого сока в день, чтобы справиться с развивающимся артритом. В сочетании со здоровой диетой и другими продуктами, перечисленными выше, порция кислого вишневого сока в день поможет уменьшить симптомы болезни. Справиться с артритом исключительно с помощью правильного питания невозможно. Однако некоторые продукты действительно помогают уменьшить симптомы болезни и даже приостановить ее прогрессирование. Поэтому их обязательно нужно включать в свое меню. Но при этом нельзя забывать о традиционном лечении артрита. Лечение артрита народными средствами. Лечение артрита картофельной настойкой. Для приготовления настоя возьмите 1 сырую картофелину, размельчите на терке и залейте стаканом кефира. Пить нужно следующим образом. В первые 10 дней принимать ежедневно. Во вторые 10 дней принимать через день. Следующие 10 дней принимать через каждые 2 дня. Итого курс народного лечения артрита составляет 2 месяца. Боли от артрита уходят довольно надолго, но со временем могут вернуться, поэтому время от времени можно проводить профилактический курс. Лютик едкий, куриная слепота. Чтобы сделать компресс, возьмите горсть цветков лютика и разотрите их, чтобы они дали сок. Сухая трава в целях лечения артрита не годится. Приложите их к больному месту, сверху накройте полиэтиленом и закрепите повязкой. Компресс следует держать 1-2 часа, в зависимости от тяжести артрита. Компресс оставит небольшой ожог на коже, на которой через сутки могут появиться волдыри. Волдыри безболезненны, пусть они вас не пугают.
Они пройдут сами, ни в коем случае не прокалывайте их. В последующие несколько дней обвязывайте кожу марлей, так как волдыри будут мокнуть. Как волдыри пройдут, так и артрит исчезнет. Если на следующий день после компресса волдыри не появились, то повторите компресс. Лечение артрита яблочным уксусом. Если у вас полиартрит и болят все части тела, вам следует принимать яблочный уксус по 1 чайной ложке на стакан воды. Принимать средство 3-5 раз в день, желательно до еды. Курс лечения артрита народными средствами длится от 2 до 4 недель. Если у вас больной желудок, например, гастрит или язва, то снизьте концентрацию уксуса наполовину. Правда, в этом случае выздоровление замедлится. При приеме яблочного уксуса в больших количествах происходит быстрое исцеление организма. Боль быстро уйдет, и вы себя почувствуете намного лучше. А в итоге болезнь полностью исчезнет. Лечение артрита лавровым листом. Довольно хорошо помогает при артрите отвар из лаврового листа. Для этого возьмите пачку лаврового листа и половину переложите в кастрюлю. Залейте 300 мл кипятка и прокипятите в течение 5 минут. После укутайте получше и дайте настояться в течение 3 часов. Через 3 часа процеживаем и выпиваем перед сном. И так 3 дня подряд. Не пейте вчерашний отвар, не ленитесь и каждый день готовьте новый. Через неделю надо повторить курс. С самого начала курс повторяем уже через год. Лечение артрита соками. Очень хорошим средством лечения артрита являются следующие соки. Сок из моркови, свеклы и огурца в соотношении 10 к 3 к 3. Сок из моркови, капусты и латука в соотношении 8 к 4 к 4. Сок из моркови и шпината в соотношении 10 к 6. Облегчают боль соки из репы с медом, из грейпфрута и яблочные. Можно также разводить 2 чайные ложки брусники на стакан воды. Центробежный мед служит средством лечения многих болезней. И одной из них является артрит. Данный мед можно использовать просто как дополнительное народное средство для лечения артрита. Можно просто съедать по 50 граммов 3 раза в день с молоком или чаем. Благодарю вас за просмотр. Поделитесь моим видео в социальных сетях. Будьте здоровы и заходите ко мне на канал, чтобы не пропустить новое видео.